Здравствуйте! Мы продолжаем лепить детали для руки шарнирной куклы. И сегодня на очереди локтевая часть вместе с локтевым шарниром. Начнем мы, как обычно, с основы из фольги. Ее размеры указаны вот здесь, во внутренней части. Основу из фольги мы сделаем на вылет. Это вид спереди и вид сбоку. Приступим. Сейчас следует нанести первый слой для того, чтобы предотвратить дальнейшее изменение формы основы. Прежде чем первый слой на шарнире застынет, следует наметить будущее отверстие. Первый слой высох, да и второй, честно говоря, уже тоже. Но мне становится потихонечку неудобно работать с краями, потому что мне хочется за них взяться, чтобы сделать тонко, а фольга мне мешает. Поэтому пришло время ее устранить. И сейчас я ее аккуратненько выну. Ну вот, я вынула все составляющие. Как видите, там пусто. Теперь можно, в принципе, укрепить изнутри. У меня туда даже палец помещается. Проложить еще один слой. А в принципе можно оставить так. Некоторые еще покрывают лаком изнутри, чтобы было гладко, чтобы резинка там скользила. Основа у нас готова. Теперь самое главное — подгонка самих шарниров. По идее, этот шарнир
должен поместиться сюда в шарнироприемник. Как вы видите, они по-прежнему по размеру друг к другу не подходят, и причем очень сильно не подходят. Для того, чтобы их подогнать по размеру, я воспользуюсь вспомогательными, так сказать, устройствами, которые мною были специально выполнены. Это модель будущего шарнира и шарнироприемника. Банально, шарик скатанный нужного размера в соответствии с чертежом, с разметкой, где у него проходит середина, просто карандашом нарисовано. И также до середины, то есть как будто бы половина этой сферы, выполненный шарнироприемник. Очень точно по размеру сделанный, настолько точно, что шарик даже не желает выпадать оттуда. Делаются они так же, как я показывала это видео о том, как делать шейный шарнир с помощью пленки. Но еще один немаловажный совет. Шарнироприемники достаточно легко делаются, если уже готов сам шарнир. А вот шарик скатать ровным получается далеко не всегда. Поэтому во время изготовления шарнироприемника вставьте шарик, покатайте его хорошенько. На нем, вот здесь, наверное, не видно, но на нем появляются блестящие места, которые показывают, где именно шар не является шаром, то есть там, где у него выступают некоторые фрагменты, и их нужно легонечко поточить надфилем, например, наждачной бумагой, ну или в крайнем случае пилочкой для ногтей, которую не жалко. Так у вас и поверхность будет более ровной, и шар будет действительно шарообразным. Точно так же будут подгоняться оригинальные шарниры. Если вы, покрутив шарнир, обнаруживаете на нем какие-то ласы, блестящие места, это означает, что именно эти места слишком сильно выступают за пределы шара, и их нужно сточить. Ну а сейчас мы займемся изготовлением самих шарниров, самой подгонкой. Воспользуемся для этого пленкой. Это мы оставляем сохнуть. А пока подгоним шарнир. Точно таким же образом. Если вам неудобно работать с отверстиями и в них забивается очень много массы, то эти отверстия можно заполнить иными материалами, например, запекаемым пластиком. Но будьте внимательны, он дает эффект жирности, может пропитать пластификатором сухие части, поэтому лучше пользоваться старым пластиком, практически избавившимся от пластификатора.
Пока детали сохнут, я скажу вам пару слов о том, что в шарнирах является самым главным и о чем нельзя забывать. Прежде всего, это пустое пространство внутри шарнира. Его можно выполнить разными способами. В данном случае внутри была фольга. Также ее можно заменить, к примеру, пенопластом. Эффект будет точно такой же, только будьте готовы к тому, что мусор от пенопласта магнитится ко многим поверхностям, его трудно убрать. Итак, отверстие внутри обязательно. Наружные отверстия, выходные отверстия также очень важны, и они должны обеспечивать достаточно большой диапазон движения, то есть быть вытянутыми, но при этом они не должны быть слишком большими. Иначе это будет просто дыра, которая будет мешать шарниру функционировать. Какой длины должен быть этот разрез? У каждого шарнира есть центр вращения. Например, вот точка поставлена. Вот эта нитка синенькая представит нам будущую резинку. Вот здесь будет точка вращения. Это центр круга. Вот сейчас она проходит сквозь деталь плеча. Если, к примеру, плечо сдвигается, то есть движется по окружности, меняется этот угол. Соответственно, если мы хотим сдвинуть сюда эту деталь, у нас должна быть прорезь вот с таким углом. Отсюда и берутся размеры. Если смотреть сверху на шарнир, то начало это примерно серединка. Ну вот здесь я еще немножечко подточу потом, чтобы была серединка. Если смотреть сбоку, ну примерно тоже серединка, но чуть меньше. Это второе условие. Отверстие снаружи. Третье условие – шарообразность шарниров. Вот даже здесь, когда шарнир вроде бы такой какой-то вытянутый, странный, похожий то ли на грушу, то ли на какой-то странный сосуд с водой, тем не менее, на самом деле он состоит из двух шариков. И если я сейчас на чертеже их дочерчу, будет видно, как они просто пересекаются, две окружности. Это очень важно, потому что именно шарообразность шарниров позволяет им двигаться. Если шарнир будет, к примеру, сплюснутый, да, он по-прежнему будет двигаться, но только в одной плоскости. Вот так. То есть, к примеру, если вы хотите сдвинуть руку так, она уже не сдвинется. Но для того, чтобы рука сдвигалась по всей окружности, соответственно, отверстие здесь должно быть большего размера. Если вы действительно хотите, чтобы она сдвигалась на другой угол, нужно либо расширять это отверстие, либо делать его особенной формы. Как, например, в одном из предыдущих видео я делала крестовое отверстие. Можно делать так. Еще одно условие. Шарнир и шарнироприемник должны хорошо подходить друг к другу. Соединение должно быть плотным. Это обеспечит большее сопротивление при движении и, соответственно, труднее будет изменить положение руки, и значит она будет реже разгибаться под собственным весом, потому что вот этот материал, например, достаточно тяжелый. Что уж и говорить о коленных шарнирах, очень многие люди жалуются на то, что они не могут выполнить коленный шарнир так, чтобы кукла стояла. Это очень трудно сделать. Во-первых, нужно уменьшить вес верхней половины куклы, а во-вторых, сделать шарнир очень точным, по возможности с запирающими механизмами. Ну и в-третьих, шарнир должен иметь высокое сопротивление. То есть вот это движение должно происходить с трудом. Можно даже со скрипом. Как этого добиться? Ну, как я уже сказала, это должно быть плотное соединение, без каких-либо окошечек, отверстий и так далее. А еще шарнир можно покрыть другим материалом, который обеспечит ему высокую степень трения. Как это сделать? Ну, многие советуют прокладывать фетр, тканевые материалы, ворсовые материалы. Есть, например, специальный материал для того, чтобы делать маникюр.
он дает эффект такого пуха. Вот точно таким же материалом можно на клей покрыть внутреннюю поверхность шарнира-приемника. Она обеспечит затрудненное скольжение и будет крепче держать. Ну, в моем случае на руки не будет такой большой нагрузки, поэтому я не буду усложнять себе жизнь, шарнир и так неплохо работает. Ну и последнее, что я хотела бы сказать, это некоторые особенности формы деталей. Именно самих деталей, не шарниров. Я думаю, вам хорошо видно, что шарнироприемник не по прямой оформлен, а с какими-то там выступами, дугами. Выемки сделаны специально, чтобы шарнир лучше работал. Обратите внимание, когда я опускаю шарнир, он в середине достает раньше, чем по краям. Вот так, наверное, видно. Несмотря на то, что уже выполнена выемка. Это говорит о том, что я могу еще немножечко углубить эту выемку, пропилить или, например, надфилем подточить. И тогда рука согнется на еще больший угол, если вам это необходимо. Выступы, наоборот, обеспечивают поддержку и уверенность, а еще они мешают шарниру изгибаться в стороны. Они делают упор, то есть рука нечеловеческим образом в стороны двигаться не будет, если есть вот такие выступы. Сзади выемка меньше, потому что сзади, сами понимаете, в обратную сторону локти сгибаться не должны. Вот здесь у руки сделан скос, наклон. Зачем это сделано? Тоже по той же причине. Рука должна сгибаться вперед, а сзади, там где другая сторона запястья, она не должна сгибаться, и поэтому выступ обеспечивает ей упор. Шарнир дошел до него и остановился. Рука не сгибается неестественным образом. Что касается глубины посадки шарнира, задавали мне уже такой вопрос, шарниры садят до половины примерно, не больше. Если углубить шарнир меньше, чем наполовину, у него появляется очень большая подвижность. Но большая подвижность говорит и о том, что шарнир может быть слабым. Если посадить шарнир глубже половины, он будет, наоборот, плохо двигаться. Если очень глубоко посадить шарнир, он вообще не будет двигаться. Для того, чтобы узнать, где проходит середина, я в своих моделях, по которым я подгоняю детальки, эту самую середину рисую карандашиком. Вот видно? И вот этот шарнироприемник, он тоже, точнее модель шарнироприемника, она изображает только половину шара. Вот если я сейчас их вложу, как раз черная линия примерно дойдет. Но здесь очень плотная модель, туго входит. Вот она дошла. В самой работе эта средняя линия, она сейчас, конечно же, не прорисована, потому что это реальные детали. Но вообще она должна примерно проходить через выступ. Вот он показывает, что это середина шара. Именно шара, не детали. Деталь у меня вытянутая. Ну вот, это все, что я хотела сказать о механике локтевого шарнира. Сейчас детали у меня досохнут. Я доведу до максимального идеала форму деталей. И мы сможем проверить, как детали держатся на резинке, вообще проходит ли она сквозь отверстия, и не нуждаются ли отверстия в том, чтобы их подточили, углубили или расширили.